Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Сегодня мы будем вязать спицами вот такую вот кота-шапку. Узор полупатентная резинка с одной стороны, с другой стороны узор у нас вот такой получается, тоже резиночка красивая. И эта шапочка у нас аккуратная вокруг и с изнанки также, поэтому можно ее носить на две стороны. И на эту сторону, и на другую сторону. Очень мило, нежно, красиво смотрится. Ушки здесь не навязчивые. Это как раз таки для тех, кто не любит большие ушки на шапке. Я вот сама не люблю. И поэтому вот этот минимум как раз для меня достаточно, но смотрится очень красиво и мило. Моя шапка связана для ребенка на размер головы 50-52 сантиметра. И количество петель и все в этом мастер-классе, исходя из этого размера. Но на любой размер головы можно связать такую шапочку. Расчеты сделайте самостоятельно по видео. Сколько петель набрать на шапку, ссылочку оставлю в правом верхнем углу, переходите и смотрите. Затем, когда у вас получится количество петель, отнимаем 15% на растяжение от того количества петель. Это и будет то количество, которое вам нужно набрать на свою шапочку. Не забываем, что образец мы вяжем вот этим вот узором, так как эта резинка гораздо объемнее, чем простая резиночка 1 на 1 и лицевая гладь. Поэтому образец нужно вязать именно вот этим же узором, которым мы будем вязать шапку, чтобы она не оказалась потом вам большой. Также такую шапочку можно связать простой резинкой 1 на 1, 2 на 2, если вам так проще. Здесь все очень просто вяжется, очень быстро вяжется. Пряжу, как обычно, можно брать любую, у меня это пух норки, но можно брать любую пряжу, исходя из сезона, а также можно связать шапочку с отворотом. Объяснила в конце, как связать отворот, чтобы он либо такой резиночкой остался, либо вот такой вот резиночкой был, так что не поленитесь, пройдите, посмотрите. И прежде чем вы приступите к вязанию, посмотрите полностью весь мастер-класс до конца, в избежание каких-либо недоразумений. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, видео на нем выходит регулярно, а также присоединяйтесь к открытому телеграм-чату, где вы всегда найдете поддержку и единомышленников. У меня от детской шапочки осталась вот такая норка, буду вязать из нее. В норке стандартный метраж 350 метров и в мотке 50 грамм. Так, у меня цвет 0,63. Буду вязать в 3 нити. И плюс еще использовать одну дополнительную. Как оказалось, что не все знают, как выглядит дополнительная ниточка. Она вот такая тоненькая, гораздо тоньше, чем рабочая нить. С такими моточками она идет всегда в комплекте. Без дополнительной нити идет только норка в бобинах, либо какие-то определенные фирмы, например, Артеланд. У них норка идет без дополнительной нити. Буду вязать спицами 4,5, вот на них набираю свое количество петель. Количество петель вы высчитали по образцу. Я набрала 68 петель. Петлю для замыкания в круг я не делаю, но те, кто делает, пожалуйста, делайте. Я сразу начинаю провязывать, и первый ряд у нас будет установочный. Мы будем его просто провязывать резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Количество петель у нас должно быть четное, так как резиночка 1 на 1. Просто хорошенько подтягиваю вот эту первую петельку. Лицевая и изнаночная. Лицевая и изнаночная. Провязываем так полностью весь ряд, чередуя лицевую и изнаночную. Я довязала ряд резиночкой. Вот у меня маркер начала ряда и провязала первую лицевую петельку. Просто лицевую обычно провязала. А изнаночную нам нужно теперь переснимать с накидом, не провязывая на правую спицу.
но у нас изнаночная вот так. Я петельки вяжу бабушкиным способом, поэтому у меня они располагаются вот так. И для того, чтобы мне в следующем ряду было удобно их провязывать, мне нужно изнаночную сразу разворачивать. Изнаночную мы переснимаем с накидом. Рабочая нить у нас перед спицей получается, и мы вот так вот переснимаем. Но так как я вяжу бабушкиным способом, и для удобства буду разворачивать, нитка перед работой, а петлю вот сейчас отправлю вот так. Вот изнаночная петелька у меня вот так выглядит. Получается вот. И я буду разворачивать ее вот так вот, заднюю стеночку буду снимать ее за заднюю стеночку, не за переднюю, а за заднюю, вот, чтобы задняя стенка была ко мне ближе, чтобы в следующем ряду мне было удобно ее провязывать. Накид у нас здесь остается на спице. Лицевую петельку я просто провязываю, а изнаночную также, ну вот я ее подцепила за заднюю стенку и вот вместе с накидом пересняла. Лицевая и изнаночная. Лицевая и изнаночная. Если вы вяжете петельки классическим способом, то вам тогда там не нужно изнаночную разворачивать, просто ее переснимайте, как она у вас лежит, вот так просто переснимайте. Я ее поворачиваю для того, чтобы мне в следующем ряду было удобно провязать изнаночную петельку, потому что там тогда мне придется ее разворачивать, и это будет двойная работа. Очень неудобно будет с накидом разворачивать ее, поэтому я разворачиваю сейчас, пока провязываю. Мы сейчас провязываем так весь ряд. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем, не провязывая с накидом. Лицевая, изнаночную с накидом переснимаю. Лицевая, изнаночную с накидом переснимаю. И полностью мы так весь ряд провязываем. Провязала, переснимаю маркер начала ряда, и начинается следующий ряд. Первая петелька у нас лицевая, мы ее провязываем просто лицевой. А вот вторая петелька, которая у нас была переснята с накидом, мы ее вместе с накидом провязываем изнаночной. Лицевая обычная, изнаночная у нас с накидом. Мы ее просто провязываем изнаночной. Лицевая, изнаночная с накидом, изнаночной. Провязываем так весь ряд. Такая же резиночка 1 на 1. Последняя петелька и начало следующего ряда. Теперь у нас вот этот ряд четвертый, да, четные ряды у нас все будут провязываться изнаночные с накидом. Лицевая у нас так и будет провязываться просто лицевой, а изнаночная в этом ряду будет сниматься вместе с накидом на правую спицу. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем, лицевую провязываем, изнаночную переснимаем, лицевую провязываем, изнаночную переснимаем. И так мы провязываем полностью весь ряд. За счет вот этих вот снятых накидов у нас вот такие объемные лицевые петельки получаются красивые. И получается, что наш узор это вот как раз таки два ряда. Один ряд у нас лицевая провязывается, изнаночная переснимается с накидом, а второй ряд у нас просто резиночка 1 на 1, где провязывается и лицевая, и изнаночная с накидом. Лицевая лицевой провязывается, изнаночная с накидом провязывается изнаночной. И чередуя вот эти два ряда, мы вяжем полностью высоту шапки до макушки. Я связала полностью длину шапки, не доходя несколько сантиметров до макушки. Так, сейчас у меня 16 сантиметров связано. Шапка у меня детская, напомню. И вот не доходя сантиметра 4 до того момента, где у вас смыкается вот прям макушечка, когда шапка в обтяжку, я останавливаюсь, и сейчас мы будем формировать ушки. Для этого нам нужно разделить количество петель пополам. Вот я разделила, уже поставила маркер. У меня по 34 петли с двух сторон, всего 68. И вот начиная
от маркера начала ряда сейчас мы уже будем делать здесь убавление. Будем делать убавление по центру шапки, на затылке и спереди. Мы как раз разделили маркерами петельки. Это у нас затылок, здесь маркер начала ряда, это перед. И вот сейчас здесь сразу в начале ряда сделаем первую убавку. Для этого мы убираем маркер, и нам еще понадобится вот эта вот петелька. Последняя петля получается изнаночная с накидом, которую мы провязали, так как нам нужно провязать вместе 3 петли. Центр этих 3 петель будет вот эта лицевая петля, которая у нас идет после маркера начала ряда. Мы маркер убрали, чтобы захватить изнаночную петельку. Нам нужно эти петельки так развернуть, чтобы вот эта вот лицевая петелька у нас была поверху. Сейчас у нас одна петля с накидом, но не бойтесь ее так с накидом и захватывать. Немножечко вот эту петельку лицевую вытяну для удобства. Я разворачиваю вот так, чтобы у меня, получается, захватила за переднюю стеночку. Получается, лицевая петля у меня поверх идет вот этой изнаночной. И затем захватываю еще одну изнаночную, которая у меня идет с этой стороны от лицевой петли. Провяжу ее. И вот эти 2 петельки накину на провязанную. То есть мы сейчас провязали 3 петельки вместе. Центральная у нас лицевая и 2 изнаночные у нас по краям под лицевой. Так, это у нас была первая петелька, маркер начала ряда. Вернем сюда перед лицевой, так как нам потом нужно будет здесь также делать убавку. Просто переодеваю петельку. И дальше у нас идет лицевая петля. Мы ее провязываем лицевой, так как у нас здесь изнаночные сократились и порядок петель немного поменялся. Провязала лицевой и изнаночную провязываю с накидом. Обратите внимание, что убавление я начала провязывать как раз таки в ряду с накидами, чтобы нам не провязывать убавление с изнаночными вот этими вот, которые идут с накидами, чтобы было нам удобнее провязывать простые петельки без накидов. В этом ряду сейчас мы изнаночные провязываем с накидами. Дойдем до маркера. Довязали и остановились за одну петельку до маркера. Сейчас мы здесь будем также делать убавление с центральной вот этой лицевой петлей. Переснимаю изнаночную, убираю маркер, чтобы нам провязать 3 петельки вместе. Изнаночную возвращаю на левую спицу. И я ее здесь сразу развернула, она у меня была вот так, я ее развернула. И теперь я за переднюю стеночку захватываю лицевую и изнаночную. Я их переснимаю на правую спицу, точно так же, как я и первое убавление делала. Вот сейчас у меня поверх лицевая петля, изнаночная за ней. Следом мне нужно захватить изнаночную, которая с этой стороны от лицевой петли. Провязала ее. И вот эти 2 петельки, которые у нас были сняты, надеваю на провязанную изнаночную петлю. Все, мы провязали 3 петельки вместе лицевой петлей, и центр у нас лицевая петля, и 2 изнаночные у нас идут под ней. Переснимаю и надеваю маркер перед лицевой петелькой. Маркер будем надевать перед лицевой, чтобы ориентироваться, что лицевая петля это у нас центральная, которую мы закрываем. Дальше снова у нас здесь лицевая. Провязываем. До конца ряда провязываем. Убавление будем делать через ряд. Сейчас довязываем до конца ряда. Здесь у нас всего 2 убавки возле маркеров, поэтому нам не нужно больше здесь никаких манипуляций делать. Сейчас мы довязываем ряд. И следующий ряд провяжем просто по узору резинкой 1 на 1 без убавлений. Обратите внимание, что у нас из-за убавления здесь порядок петель поменялся. И вот я провязала лицевую петлю. И дальше у меня идет лицевая и еще одна лицевая. То есть возле маркеров у нас сейчас 3 лицевых петельки рядом. В следующем ряду, когда мы сделаем убавление, у нас снова порядок поменяется. Эти 3 лицевые уйдут. Здесь с краев будут изнаночные. С каждой убавкой у нас будет меняться вот порядок. Провязываем по рисунку вот эти вот петли, если идут лицевые, значит лицевые. Если изнаночные, значит изнаночными провязываем. Провязала ряд без убавлений, который у нас просто провязывается лицевой и изнаночный. И сейчас снова буду делать убавление. Убираю маркер и возвращаю петельку
на левую спицу. Получается, вот это у нас центральная петля лицевая, перед которой маркер стоял. Она у нас снова должна поверху идти, а внизу у нас будут 2 лицевые теперь. В следующий раз у нас будут опять 2 изнаночные. Пересняла, рядом, которая с левой стороны, петлю провязала, и вот эти 2, которые я сняла, накидываю на ту петлю. Все, 3 петельки вместе провязаны. Возвращаю маркер перед центральной вот этой вот петелькой лицевой. И дальше провязываю по узору. Сейчас у меня ряд идет с накидами. Провязываю до следующего маркера. Это у меня сейчас маркер начала ряда. Поставьте маркеры разного цвета, чтобы ориентироваться, где у вас маркер начала ряда, а где маркер, который находится спереди. Довязываем до маркера. Довязала до маркера, который спереди. Также убираю маркер, петельку пересняла. Так, одену ее таким образом, чтобы она вот этой вот стеночкой правой была ближе к нам, так же как и вот эта петля для удобства. Переснимаю обе петельки за переднюю стенку, третью провязываю и эти 2 накидываю на третью, точно так же, как мы делали убавление до этого. 3 петли провязаны, центральная лицевая поверх, 2 петельки, которые по краям, под низом лицевой. Возвращаем маркер перед этим убавлением. Подтягиваем здесь, чтобы у нас отверстий не было. И дальше провязываем по узору. Следующий ряд провяжем просто лицевая изнаночная по узору, без убавлений. Затем снова будем делать убавление. И так мы будем делать убавление через ряд несколько раз. Петельки по макушке у нас не должны закрыться. Просто мы сделаем несколько убавлений, чтобы вот эти вот боковые части друг к другу приблизить. Вот сейчас у нас здесь всего 2 убавления. Провяжем самостоятельно еще несколько убавлений. Я сделала всего 6 убавок. Это затылок, а это вот перед. И количество петелек у нас заметно уменьшилось, но нам не нужно уменьшать все петли. Мы делили пополам петельки вот так, а теперь нам нужно разделить петельки вот так вот пополам, то есть от правого бока к левому боку. Так, у меня осталось здесь по 20 петель, было 34 по 20, значит я сейчас отсчитываю 10 петель. Ставлю здесь маркер и этот маркер убираю. И от этой петельки, от центральной, отсчитываю 10 петель. 2, 4, 6, 8 и 10. Все, переставила маркеры. Теперь у нас одинаковое количество петель здесь и здесь. У нас вот здесь вот стоял маркер начала ряда на затылке. Теперь я эти петельки просто резиночкой 1 на 1. Здесь у меня лицевая идет. По узору довяжу. Здесь ряд, по идее, с накидами идет, но уже накиды я ничего делать не буду, так как буду уже сейчас завершать, когда вот до маркера довяжу. Все, довязала до маркера. Маркер убираю, уже он мне не понадобится. И теперь мне нужно вывернуть шапку на изнаночную сторону. Выворачиваю. И теперь мы будем закрывать петельки методом 3 спиц. Сейчас я возьму 3-ю спицу и закрою все вот эти петельки как раз до вот этого маркера. Здесь одинаковое количество петель должно быть обязательно, чтобы они у нас все сошлись. По методу 3 спиц у меня есть отдельное подробное видео. Часто я так закрываю плечи. Если есть желание, пройдите, посмотрите. Складываю 2 спицы и беру одну петельку и вторую петельку. Провязала. Одна осталась здесь. Следующую. Одну и вторую. Провязываю 2 вместе. То есть одну петлю с этой спицы, одну петлю с этой. И накидываю первую петельку на провязанную. Провязываю следующие 2 петли с этой спицы и с этой спицы.
накидываю, закрываем так все петельки. Только не затягиваем сильно. Вот так вот вытягиваем здесь посередине. И тогда удобнее будет. Все петельки закрыты. Обрезаю ниточку, оставив хвостик сантиметров 10-15. Подтягиваю. Теперь вдеваю хвостик в иглу и буду этот хвостик сразу прятать в полотно. Как я прячу кончики, у меня есть тоже отдельное видео. Оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Переходите и смотрите. Все, я спрятала кончики. Это сейчас у нас изнаночная сторона. Вот здесь вот поверху мы петельки закрывали. И вот посмотрите, как выглядит шапочка. Вот здесь вот у нас получились такие симпатичные небольшие ушки. Это изнанка. Вот лицевая сторона наша. Выворачиваем. Вытаскиваем ушки. Вот она, наша лицевая сторона. Такие симпатичные маленькие ушки. Но здесь у нас такая резиночка, что ее можно носить на обе стороны. Хоть на эту, хоть на эту. Она отличается. Вот посмотрите. Но она двойная. Красивая с этой стороны и с другой стороны. Поэтому кончики прячем аккуратно и можем носить на две стороны, чтобы ничего было незаметно. Здесь у нас получается шов внутри. С изнаночной стороны у нас шов вот такой. Вот она, дорожка лицевой петельки, как мы закрывали. В общем, по желанию носите на любую сторону. Теперь, чтобы полотно у нас пришло в надлежащий вид, мы отправляем шапку нашу стирать, проводим ВТО, выравниваем все вот эти вот петельки, где у нас петельки закрытия. На норке обычно на каком-то ряду западают петельки, в каком-то вот так вот неровно они переходят. Поэтому берем спицу, подтягиваем, где если что-то не так. И делаем красивые ровные петельки, чтобы у нас, вот видите, здесь закрытие, вот сюда перешло, вот сюда, это просто петелька тянется в другую сторону. Вот это все мы выравниваем. Все делаем ровненько, чтобы у нас было красиво. Ну и после ВТО у нас шапка, конечно, примет совсем другой вид, так как полотно у нас выпрямится и норка будет пушистая. Именно эта норка очень пушистая. Как я провожу ВТО, у меня есть отдельное видео, оставлю ссылочку в правом верхнем углу, переходите, смотрите. Что я хотела сказать, так как я упустила этот момент, когда я закрывала шапочку, вот здесь вот, макушку. Я просто разделила пополам, да, вот так петельки, как я вам говорила, но не посмотрела друг с другом, чтобы они сошлись вот здесь вот по центру. Смотрите, когда вот я закрыла, да, у меня, видите, немножечко на одну петельку у меня сдвиг вот идет. Вот, допустим, нужно, чтобы вот эта центральная петелька, по которой мы шли закрытие, по переду и по спинке, они между собой сошлись. У меня получается сдвиг на одну петлю. Поэтому вы, когда распределите вот это вязание пополам на одну спицу и на другую, вы прям посчитайте петельки и приложите так, чтобы две вот эти вот центральные петли, по которым мы закрывали, они у вас сошлись, были на одном месте, чтобы не было сдвига вот такого на одну петлю, тогда у вас будет просто все идеально. И переставляем маркеры. Здесь, в принципе, не важно, куда их поставить, так как у нас резиночка 1 на 1. Главное, чтобы у нас вот здесь вот все сошлось, было красиво. Все, шапочка моя полностью готова. Я ее постирала и отпарила. При отпаривании можно вот так вот прям потянуть уголочки ушек, чтобы они уже держали форму. И сейчас покажу в сантиметрах, сколько
у меня получилось, исходя из набранных петель. Ширина 20 сантиметров. И полностью высота шапочки посередине 18 сантиметров. Вот эти несколько рядов, у кого-то может быть их побольше, если у вас голова большая. Это размер шапочки на голову 50-52 сантиметра, поэтому здесь у меня вот буквально 6 убавок. Очень мило, симпатично смотрится шапочка. Ушки не такие большие, которые торчат по двум сторонам. Вообще я не люблю шапки с ушками. Но эта шапочка прям миленькая. Ушки небольшие, не навязчивые. Очень мило смотрится, красиво. И вот после ВТО посмотрите, какая пушистая норочка. Именно вот эта норка очень-очень пушистая. Можно носить на две стороны, так как я и говорила. С той стороны у нас тоже все красиво, аккуратненько. Это я показывала еще до стирки, до ВТО. Здесь тоже все красивенько, можно на эту сторону носить. А также можно связать такую шапочку с отворотом, когда вы шапочку вяжете длиннее. То есть плюс еще высоту отворота вяжете. Если вас устраивает, например, обратная сторона резинки, рисунок, в принципе, он красиво смотрится для отворота, чтобы он у вас был, то так и вяжите, ничего не меняя. Если вы хотите, например, чтобы на отвороте у вас была вот такая же полупатентная резинка, то тогда вам нужно связать вот таким узором, который мы сейчас связали шапку, высоту своего отворота. И затем просто развернуться в каком-то ряду и поменять направление вязания. Остальную высоту уже провязывать так, как показано в мастер-классе. То есть нам нужно сделать, чтобы наш отворот вот этой резиночкой был на изнанке, вместо вот этой резиночки вот здесь. И дальше у нас уже пойдет полупатентная резинка. И когда вот мы отворот вот так вот сделаем, у нас здесь будет такая же резиночка, как и здесь. Это в случае, если вы хотите, чтобы у вас на отвороте была такая же резиночка, как и на шапочке на самой. Шапочка у меня без отворота, небольшая, пряжи у меня ушло совсем немного. Получается, я вязала от 3 мотков, и вот от каждого моточка у меня здесь еще, наверное, грамм 15 осталось. 10. Мне кажется, больше 10 грамм. И получается, что в 3 ниточки я вязала, и всего на эту шапочку, получается, у меня ушло где-то примерно 35-40 грамм. Так что из вот этих вот 3 моточков изначально, которые у меня были целые, я связала 2 шапки. Одна шапка зимняя, тоже оставлю на нее ссылочку в правом верхнем углу, переходите. Одна шапочка вот такая уже сейчас как раз носить весной. И еще можно что-то связать даже. Все вот так просто и легко, без каких-либо заморочек вяжется такая красивая шапочка. Кому понравился мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Как всегда, жду фото ваших готовых работ. Это лучшая мотивация, чтобы создавать новые мастер-классы. Всем приятного вязания!